Привет! Меня зовут Вадик, и более 10 лет я занимаюсь проектированием сайтов и приложений, а проще говоря, веб-дизайном. Последние несколько лет я работаю удаленно, то есть из дома. Я фрилансер. Почему-то большинство людей, когда это слышат, представляют себе работу через биржу дизайна. И о такой работе сняты тысячи роликов на ютубе. Я сам никогда не работал на бирже, и все мои клиенты — это дизайн-студии, BTL-агентства и диджитал-продакшены. Это совершенно другой уровень дизайна и его оплаты. И, конечно, своя специфика, о которой дальше. В этом видео я расскажу именно о плюсах и минусах веб-дизайна, когда ты удаленно работаешь на разные агентства. Поехали! Веб-дизайн, а точнее UI/UX, это одна из самых перспективных цифровых профессий. Это уже не совсем дизайн и совсем не искусство. Такой дизайнер прежде всего думает об улучшении метрик продукта, то есть об увеличении продаж клиента. На биржах это редкость. Такое ощущение, что на этих биржах ищут рабов. Например, дизайн сайта от 5000 рублей. Заказчик пишет: «Ищу новичков». Что это значит? За 5000 рублей не будет никакой спокойной работы с четким заданием. За эти деньги заказчик попробует сделать кашу из топора, то есть выжать из дизайнера максимум, практически стоя у него за спиной и руководя каждым действием. Это называется быть прокладкой между мышкой и клиентом. С такими задачами никакого развития не будет, и мне это немного напоминает продвижение на ютубе или создание иллюстраций для фотобанка. Сначала вы несколько лет с утра до вечера работаете, чтобы потом это работало на вас. Мне больше нравится работа на агентство, когда в начале есть четко описанная задача, а успешное ее выполнение можно оценить объективно, а не только руководствуясь чьим-то вкусом. Профессия веб-дизайн мотивирует вас каждый день изучать что-то новое. В хороших студиях дизайнер не работает 8 часов подряд. Обычно время делят следующим образом: 3 часа на текущие задачи, 3 часа на горящие правки и 2 на изучение новых программ, трендов и технологий. На фрилансе за изучение нового не платят, но прокачивая свои скиллы, вы сможете делать текущие задачи быстрее. Я часто делаю сайты для FMCG, и мне очень нравится после закрытия проекта собирать все элементы, стили и блоки в библиотеке для последующего переиспользования. Ну и, конечно, надо постоянно следить за конкурентами, собирать скриншоты и разбираться, что и как они сделали. Честно говоря, я не представляю, как это каждый день заниматься одним и тем же. Хороший веб-дизайнер постоянно делает проекты для разных бизнесов. Сегодня ты помогаешь продавать сливочные соусы или проектируешь сайт автомастерской, а завтра придумываешь калькулятор на сайте банка или приложение со скидками. Работа дизайнера очень разнообразна. Конечно, опытный дизайнер берется не только за сайты и приложения. Иногда агентствам надо помочь с кивижуалом, сделать баннеры для рекламных сетей или подготовить что-то в печать. Это уже выходит за рамки веб-дизайна. Веб-дизайнер не привязан к офису и может работать из любой точки мира, ну или из своего небольшого города на Москву. Работать там, где все дешево, на клиента, который платит много. Можно зарабатывать почти как в Москве, а жить у себя. Веб-дизайнер-фрилансер сам составляет свой график. Никто не заставляет вставать рано утром, и никто не контролирует длительность обеда. И многие идут на фриланс именно ради этой свободы, но вскоре оказывается, что все немного по-другому. Фриланс — это, конечно, свобода, но вы постоянно должны быть онлайн. Менеджеры в агентствах обычно работают до поздней ночи, а утром долго спят. Утром не бывает срочных правок и комментов, это лучшее время для саморазвития и для того, чтобы заняться какими-то личными проектами. Вставать приходится рано. Кстати, о правках. В больших и сложных проектах обычно вовлечено множество людей, и в любой момент могут возникнуть комментарии. Например, юристы переписали обязательный юридический текст или поменяли в нем даты. Клиент обновил упаковку продукта, сайты-партнеры прислали новые баннеры, или просто кто-то из этой огромной цепочки разработки что-то перепутал или недопонял. Поэтому все время надо быть онлайн и с ноутбуком, чтобы иметь возможность быстро поправить эти мелочи или подробно и конструктивно ответить. Конечно, ты сам составляешь свой график, но надо быть готовым к тому, что хорошо оплачиваемые задачи приходят в пятницу под вечер или нужно поработать на выходных. Это логично, ведь зачастую агентство пытается справиться своими силами и в пятницу, когда провал становится очевиден, обращается к фрилансерам. Я подчеркну, что срочность этих задач хорошо компенсируется деньгами.
На первый взгляд, каждый, кто не фотограф и не блогер, работает дизайнером и делает сайты. Кажется, что дизайнеров миллионы, особенно если зайти на биржу. Очень многие там демпингуют и предлагают сделать главную страницу сайта за несколько тысяч рублей. Хорошая главная страница вполне может стоить от 100 тысяч. Да, я говорю об одной странице, и 100 тысяч далеко не предел. Конечно, таких заказов на бирже нет, они распределяются по рекомендациям. Я думаю, что начинающему дизайнеру не нужно тратить свое время на биржи, а надо сразу попытаться работать на агентство. Именно в них вы и знакомитесь с людьми. Сейчас не принято долго засиживаться на одном месте, люди активно циркулируют между агентствами, и буквально через несколько лет у вас будут знакомые в большинстве студий. Найти опытного дизайнера, который готов работать быстро и со стабильным прогнозируемым результатом, очень сложно, и хорошего специалиста буквально передают из рук в руки. Веб-дизайнер может работать на весь мир, это плюс. Минус в том, что есть огромное количество дешевых дизайнеров из Индии и хорошо образованных из США. Я не думаю, что сейчас каждому надо бросаться, изучать культурные различия и пытаться понять, например, эту безумную японскую рекламу. Но практически все крупные агентства либо являются подразделениями международных сетей, либо сами работают на зарубежных клиентов. Многие считают нашу профессию творческой, мы же работаем с цветами, со шрифтами, с композицией. Конечно, творчество это весьма условное. Дизайнер, в отличие от художника, ремесленник. Дизайнер, получая заказ, творит в жестких рамках задачи, а художник ничем не ограничен. Правда, художнику потом надо попытаться как-то продать свою работу, и не всегда это выходит. У меня есть несколько видео на эту тему, но если кратко, вся информация есть в свободном доступе, и в основном она рассчитана на новичков. Это тонкости атомарного подхода в дизайне сложно найти, или особенности UX-исследований и работы с тепловыми картами. Основы они есть везде. Первым делом надо научиться работать в Figma. Это не лучшая программа для веб-дизайна, но она полностью бесплатна. Но уже с этим могут возникнуть проблемы. Я внимательно читаю ваши комментарии и вижу, что многим нужен небольшой толчок или сообщество близких по духу новичков. И отличным вариантом тут будут курсы. Но не обязательно брать самые дорогие и обширные от популярной школы. Я предлагаю начать с узкой темы и вообще определиться, нравится ли вам этим заниматься или нет. Есть отличный сайт-агрегатор, где собрано огромное количество курсов от разных школ. И самое главное, там указаны конечные цены, а не просто абстрактная цена в месяц. Ссылка будет в описании. Ну и в конце пара слов о минусах, чтобы вы знали, на что идете. Первое. Фрилансер-веб-дизайнер сам отвечает за свой доход, то есть сам ищет клиентов. Как минимум вы должны уметь смело рассылать свое портфолио большому количеству агентств. Это, кстати, проблема многих дизайнеров даже с очень достойными работами. Большинство дизайнеров перфекционисты. Им всегда кажется, что можно еще немного улучшить и дожать. Это очень хорошая профессиональная черта характера. Но как только дело доходит до презентации своих работ, дизайнеры теряются. С перфекционизмом надо что-то делать. Второе. Надо уметь принимать критику и вносить правки. Творческие люди очень остро на них реагируют, но от этого никуда не денешься. Не бывает идеально точного и продуманного технического задания, по которому можно сделать работу без финальных правок. Ну и третье, социализация. Работа в онлайне подразумевает минимум живых контактов с людьми. Если поначалу это очень радует, ведь снижается уровень стресса и тревоги, то потом этих живых контактов очень не хватает. Когда работаешь в офисе, кажется, что очень много времени уходит на дорогу и на бессмысленные ежедневные планерки. И я думал, что перейдя на фриланс, смогу все сэкономленное время тратить на какие-то приятные прогулки и встречи с друзьями. Но дом затягивает. Особенно зимой в Москве. Нужно специально предпринимать усилия, чтобы куда-то выбраться. Я хочу снять отдельное видео об этом. Один день из жизни дизайнера-фрилансера. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!